Всем привет! Давайте с вами посмотрим, что у нас сегодня с Маришей. Вот посмотрите, сколько у нас, 2 месяца, да, Марина, или больше? Больше, наверное, больше. Угу. Значит, вот наша стрижка. Посмотрите, как достойно она лежит. Мариша справляется с ней, видите, до сих пор все хорошо. Спрашиваете, зачем пришла, да? А вот зачем. И нам надо с вами покрасить корни. Корни отросли. И у нас с вами есть седина. Она рассеянная. Так, я не помню, очаги есть. По-моему, таких явных каких-то очагов нет у нас. Здесь вот чуть-чуть только у нас совсем маленький. Так, на височках у нас нет. Давайте посмотрим с этой стороны. Да, но здесь вот тоже маленький очаг. Красить будем спецблондом. За счет седины, видите, вот у нас идет такой вот перелив. Так что я вам сейчас разведу краску. Тук-тук-тук. Так, вот у нас. Это ушла камера не туда. О, боже мой, так, движение все. Не попало. Разведу краску и напишу вам рецепт. Ловит у меня камера через зеркало, а не волосы. Но видите, на самом деле цвет еще красивый. Носить можно. Нет холодного. Но, в принципе, он нам и не обязателен. Так как подходят и теплые, и холодные цвета. Теперь, что касаемо нанесения. Вот обратите внимание, полотно у нас практически ровное. Да, вот за счет седины здесь тоже у нас бликует побольше. Но есть немножко другой оттенок. Вы определяете УГТ вот этой вот части. И, соответственно, определяете, как мы с вами будем наносить. Одновременно, либо сначала корни, а потом растягивать будем на вот это вот у нас, на предыдущее окрашивание с предыдущего месяца. Ну вот, видите, он у нас достаточно светлый все-таки цвет, поэтому я буду наносить его уже тогда, когда буду промазывать второй раз. То есть через 20 минут после нанесения буду промазывать еще раз, освежать краску и наносить уже тогда на предыдущее. О, боже мой, что ж так плохо у меня камера снимает. И буду наносить на предыдущее окрашивание вот здесь. Краситель мы с вами сначала нанесли, естественно, к затылку, от лица к затылку. А теперь мы с вами идем в обратную сторону и наносим хорошо еще раз. Прокрашиваем. Наносим погуще, заодно себя проверяем, чтобы все волосы были прокрашены, никаких зон у нас с вами не спряталось, не осталось. Наносим еще раз хорошо краситель. Значит, что я вам еще главное хотела сказать. Когда вы наносите краску на волосы, когда вы смотрите седину, не забывайте о том, что у нас еще существуют тонкие волосы. У тонких волос по краевой линии есть светлые волосы, то есть по контуру у нас по краевой линии растут светлые волосы. Так вот, вы их также не красите вот в это первое окрашивание. Как только вот вы нанесли, значит, один раз вы закончили затылком, второй раз, соответственно, мы заканчиваем лицом. Для того, чтобы у нас волосы на лице не лежали, мы с вами как бы проверяя, все откидываем от лица. И сейчас я вам покажу. Вот здесь вот у нас, видите, я нашла один маленький очаг. Вот он. Я его, здесь вот я его не прокрасила. Я его прокрашу, естественно, в конце, когда вот через 20 минут буду наносить снова краситель. Но вот здесь по краевой линии роста, когда тонкие волосы, тоже есть белый пушок. Вот вы его тоже не прокрашиваете. Вы его будете прокрашивать через 20 минут после вот этого первого нанесения. Так вот все аккуратно мы от лица убираем.
И еще раз прокрашиваем. Потом мы оставляем, время засекаем 20 минут. И через 20 минут у нас будет повторное нанесение красителя. И тогда мы вот эти наши очаги, а если тонкие волосы, то всю краевую зону, мы с вами прокрашивать будем полностью. Мы нанесли краситель. И обратите внимание на то, что я не покрасила вот это предыдущее окрашивание. Я вам говорила, что я буду на него наносить позже. Так что мы теперь ждем 20 минут, и вот наш маленький очаг. И через 20 минут я нанесу, естественно, еще раз на все корни, на очаг и на длину, которая была покрашена в прошлый раз. То есть, видите, вот здесь вот она чуть-чуть золотистая. Для того, чтобы мне на полтона ее чуть-чуть поднять, я нанесу через 20 минут. И цвет у меня будет более светлый, поприятнее, то есть дотянется. Да, мы с вами наносим краситель теперь повторно и заезжаем уже на ранее окрашенные волосы. То есть окрашенные вот конкретно в данном случае 2 месяца назад. И прокрашиваем с вами наш очаг, который здесь был. То есть теперь мы с вами наносим повторно. Значит, что еще? Аккуратно наносим, не заезжая на светлые концы. Только вы наносите краситель только на ту зону, которую красили в прошлое окрашивание. Значит, если у вас волосы темные, вы можете сидеть, вы помните, общее время выдержки красителя 50 минут. Значит, если у вас волос темный достаточно, вы можете развести свежий краситель и вот это второе нанесение наносить уже более свежим красителем. Если у вас волосы посветлее, вы можете не разводить краситель, а можете оставить, если у вас осталось, наносить уже в месте, который постоял. Значит, если вам похолоднее цвет нужен, вы можете сидеть где-то час-час 10. Если вам нужен цвет более теплый, вы выдерживаете 50 минут. И после этого смываете. Вы помните, 50 минут это общее время. Соответственно, вот я первый раз нанесла было 20 минут, и вот сейчас я нанесла второй раз. Значит, у меня осталось по логике 30 минут сидеть. Ну, вы можете посидеть там 30-40. Все зависит именно от того, какие у вас волосы. Закончилось у нас положенное время, мы прошли в мойку и теперь эмульгируем. Вот на этом этапе, да, вы можете тонировать волосы уже в моечке на влажные, но мы сейчас будем растягивать краситель по всей длине. Называется это эмульгирование. Ну, скажем так, вы можете тонировать, можете не тонировать. Если честно, как бы не все клиенты могут себе позволить каждый раз тонировать волосы. То есть вы смотрите просто по тому, по состоянию, да, может клиент себе позволить это, либо не может. А так вы положили в мойку, вы помните, что краситель у нас достаточно мощный, и поэтому мы с вами в мойке, вот когда делаем эмульгирование, мы лежим с этой краской где-то 3, максимум 10 минут. Вы смотрите просто, какой вы хотите эффект получить. Вот так вот вы стягиваете краску и смотрите на длину, как она у вас схватилась, длина. Поэтому эмульгируем хорошо, все волосы вот так вот мы перемешиваем с вами, краску растягиваем с корней на длину. И вот таким вот образом у нас происходит естественное тонирование волос. Ну а результат вы, естественно, увидите после того, когда мы сделаем стрижку. Я вам все покажу. И, как всегда, приглашаю вас к себе на обучение. Научу всему тому, что умею сама. Так что приходите, все ссылки на обучение под видео. Ждем время и смотреть будем эффект. Стрижку сейчас я вам не покажу, но, скорее всего, скоро я сделаю съемку для стрижки, и вы ее можете увидеть уже на гид-курсе. Так что следите за новостями. Теперь давайте посмотрим, какой у нас результат получился. Ну, я думаю, что цвет более-менее похож. Если вот так на расстоянии, я вам, конечно же, покажу поближе. Сейчас я вам покажу нашу стрижку, какая получилась.
Вот такая вот у нас объемная стрижечка. Видите, какой красивый затылочек. Вот с этой стороны цвет меняется, но вот так вот более-менее похож. Давайте попросим Марину головой тряхануть, посмотрим, как ложится. Мариш, не бойся, они живые. Ты же помнишь, там нету плавочных средств. Видите, и волосы опять у нас легли в нашу форму. Видите, так достаточно красиво. И теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось на корнях. Вот так вот я стою, когда вроде как похож цвет. Вот обратите внимание, мы с вами покрасили корешочки. Цвет у нас получился с вами очень ровненький и вот такой бежевый, прям реально бежевый. И наша седина, как видите, дает такой серовато-белоснежный цвет. То есть вот достаточно холодный вот этот отлив добавляет именно наша седина. Поэтому, когда у нас небольшой процент, вот я вот рекомендую вам использовать вот спецблонд. Очень красивый получается цвет. Вы видели, какой у нас был корень темный. И видите, тут вот цвет сразу меняется, но как бы мне вам показать его? Вот, видите, он абсолютно ровненький у нас. Видите, очень-очень достойный и красивый цвет. Кстати, Мариша мне сегодня говорит, ее постоянно спрашивают, чем она красится. Ну, как настоящая девочка, она полностью доверяет своему мастеру и не знает. Да. Вот. Так что приходите, естественно, на учет. Смотрите, какая красивая.